Сегодня все дискуссии о международных отношениях начинаются и заканчиваются с очевидности. Очевидность это заключается в том, что неопределенность зашкаливает. Но вот эта зашкаливающая неопределенность, она совсем неопределенна? Или все-таки лебеди, которые прилетают, совсем не обязательно только черного цвета? Может быть, и их прибытие, и колористику можно предугадать, предусмотреть, если внимательно следить за существующими проблемами и пытаться выходить за рамки новостной ленты. И вот именно это мы попробуем сделать в рамках нашей серии бесед, которую мы условно назвали «По ту сторону неопределенности». И сегодня мы попробуем поговорить о неопределенности на Южном Кавказе и рассмотреть ту сторону неопределенности в Южном Кавказском регионе. Тем более, что у нас есть замечательный гость Тенгиз Пхаладзе, экс-советник президента Грузии и сегодня профессор Грузинского института общественных дел. Спасибо, что нашли время, и добро пожаловать в Беларусь. Спасибо. И вот первый вопрос, самый очевидный. 2020 год стал исторически переломным. Мы еще, конечно, не понимаем до конца, к чему эти самые переломы приведут. Но что вот уже сегодня, понятно, он привнес в регион на Южном Кавказе, в первую очередь с точки зрения безопасности. Как изменилась карта? В первую очередь, спасибо за приглашение. И я очень рад, что представилась такая возможность. 2020 год, он вообще был переломным для всего человечества, потому что ковид-инфекция показала, насколько важна, во-первых, насколько хрупкая наша безопасность, и что вот такой маленький микроскопический организм может остановить планету, и в то же время показала, насколько важно сотрудничество. Сотрудничество во имя тех общих целей и во имя общего блага, и что это не является просто красивыми словами, а что это на самом деле очень важно, и есть национальные интересы, есть планетарные интересы, и это очень важно. То, что касается для Южного Кавказа, тоже, естественно, был 2020 год довольно интересным, я бы сказал. Особенно конец года, имею в виду ситуацию, которая развилась в Нагорном Карабахе, которая, с одной стороны, она показала очень явно те проблемы, о которых мы очень давно говорим. Но в первую очередь это то, что замораживать конфликт не является решением. И замороженный конфликт, который был в Нагорном Карабахе, он вышел из этой фазы, хотя на Южном Кавказе не только этот один конфликт. И то, о чем мы говорим, что международные институты безопасности сегодня далеки от той эффективности, которую нам бы хотелось, чтобы они на самом деле обеспечивали бы стабильное и устойчивое развитие. Вот это еще раз показал 2020 год. Это касается и ОБСЕ, и в первую очередь, наверное, ОБСЕ, потому что раз мы говорим про Карабах, ответственным здесь, в первую очередь, это Минская группа. Хотя не только ОБСЕ, потому что это и ООН. Если взять Грузию, это обязательно должны коснуться тогда мандата Европейского Союза, потому что у нас, к сожалению, нет миссии ни ООН, ни ОБСЕ после 2008 года. Известно, что Россия блокировала и одну, и другую миссию. И мандат наблюдательской миссии только у Европейского Союза. Хотя до сих пор эта миссия не может выполнять свой мандат, потому что въезд на оккупированные территории
до сих пор закрыт. То есть, несмотря на то, что мандат распространяется на оккупированные территории, миссия не может выполнить свой мандат. Так что вот это еще раз показало, что насколько то, о чем мы говорили, что проблема, когда проблема забывается, потому что замораживание конфликта — это как раз вот забыть и как бы перенести, отложить на будущее. А в будущем обязательно придется к этому вернуться. И может придется вернуться не наилучшим сценарием. Хотя 2020 год нельзя считать решением карабахской проблемы, естественно, потому что проблема не решена. То есть Азербайджан, с одной стороны, восстановил контроль над некоторыми территориями, но однако вопрос Карабаха до сих пор не решен. И в принципе 2/3 Карабаха до сих пор находится вне контроля Азербайджанской республики. С другой стороны, мы видим совершенно иное развитие ситуации. Мы видим, во-первых, с одной стороны, усиление позиции Российской Федерации, с другой стороны, мы видим усиление позиции Турции. Произошло ли какое-то существенное изменение балансов основных игроков в регионе? Естественно, то, что мы слышим, это в первую очередь Россия и Турция, но также еще один такой сюжет, о котором много говорится в контексте войны прошлого года, это Европейский Союз. Вот вы, например, привели пример мандата Европейского Союза в Грузии, но по оценкам многих ситуация в Нагорном Карабахе показала некую такую иррелевантность Европейского Союза, потому что, в общем-то, декларации звучали, какие-то попытки контактов и воздействия, естественно, осуществлялись, но вроде бы как не материализовались они ни во что, и поэтому возникает прямой вопрос. Европейский Союз еще релевантен вообще на Южном Кавказе или нет? Он релевантен, я бы назвал бы, насколько он эффективен в решении проблемы. В карабахской проблеме Европейский Союз, скажем так, напрямую не вовлечен, потому что у ЕС такого прямого мандата нет, а восточное партнерство не подразумевает вот это направление. Так что, о эффективности отдельных государств, об этом мы можем, естественно, говорить, потому что мы видели соглашения, которые вроде достигались и потом не выполнялись. К примеру, одно из таких соглашений, которое было достигнуто в Вашингтоне после встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, я имею в виду встреча госсекретаря Помпео, когда вроде было объявлено о достижении определенных соглашений, однако через день это уже было нарушено. Так что да, этот вопрос реально стоит. Усиление роли. В чем заключается усиление роли Российской Федерации? В первую очередь, наверное, в том, что Азербайджан, в принципе, являлся единственной республикой, страной, где не стояли российские вооруженные силы под тем или иным статусом. Сегодня мы видим, что они получили легальное право быть на территории Азербайджанской республики. Естественно, что это настораживает Грузию, но вы знаете, отношения Грузии и Российской Федерации, они не из лучших, 20% территории Грузии до сих пор оккупированы. И, естественно, это вызывает насторожение. Турция, которая появилась совершенно в ином облике. То есть, если до этого Турция ограничивалась заявлениями, и эти заявления всегда подчеркивали стратегическое партнерство Азербайджана и Турции, на этот раз она не ограничилась. И мы видели ту серьезную роль, которую Турция оказывала усилению обороноспособности Азербайджанской республики. Да, это и совместные тренинги и так далее, и предоставление определенных видов вооружения, которые играли немаловажную роль
Хотя Азербайджан закупал вооружение не только от Турции, от России, от других государств и так далее. Так что, да, это усиление региональной роли Турции. А вы ее, кстати, в Грузии, вот в контексте этих событий, как-то дополнительно почувствовали, или это немножко так? Нет, это было видно от тех заявлений, которые делали официальные лица в Анкаре, в том числе и президент Эрдоган. Появилась вот эта новая инициатива формата «шестерки», к которым я отношусь весьма сомнительно. То есть это сотрудничество Турции, Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана в развитии региональных проектов, которые, мне кажется, весьма сомнительны. Почему, да, может быть, в двух словах? Смотрите, здесь довольно интересная ситуация. Во-первых, здесь входят государства, у которых особые отношения друг с другом. Особые, я имею и хорошие, и плохие. Допустим, если взять Азербайджан, Грузия, Турция, у нас стратегическое партнерство, стратегический треугольник, можно так сказать, развиваем совместно проекты и транспортной инфраструктуры, и энергетической безопасности и так далее. У Грузии хорошие отношения с Арменией и хорошие отношения с Ираном. Однако нет никаких, нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. У Турции хорошие отношения, то есть стратегические отношения с Грузией, с Азербайджаном, хорошие отношения с Российской Федерацией. Пусть и часто с перчинкой. Да. Скажем так, отношения с Ираном, но нет дипломатических отношений с Арменией. Армения является страной, у которой нет дипломатических отношений ни с Азербайджаном, ни с Турцией. Есть хорошие отношения с Грузией, стратегические отношения с Российской Федерацией. И здесь уже мы говорим о двух геополитических блоках. Это НАТО и ОДКБ. Да? Иран, у которого дипломатические отношения есть со всеми этими государствами, однако государство само под санкциями, и с экономическими отношениями, перспективой экономических отношений Ирана многие смотрят с сомнением именно из-за этих санкций, которые еще неизвестно, будут усиливаться или нет. Российская Федерация, у которых, кроме Грузии, со всеми есть дипломатические отношения, однако для Грузии она представляет угрозу. Еще раз повторяю, что 20% грузинской территории оккупированы. Соответственно, здесь возникновение формата сотрудничества, где элементарно нет доверия между всеми участниками, очень и очень сомнительно. Ну, во всяком случае, мне так кажется. А какова сейчас повестка вот этого начинающегося объединения? Не объединения, а просто формата сотрудничества. Пока речь идет о том, как это создать. Такая инициатива не первый раз звучит. Похожая инициатива была у президента Эрдогана в 2008 году, как раз после российской агрессии 2008 года. Пакт о стабильности на Южном Кавказе. Она тоже похожий формат подразумевала, то есть это и экономическое сотрудничество, и политические консультации. Однако тогда тоже не состоялось именно из-за этих причин, потому что позиция Грузии тогда и сейчас была довольно четкая в этом направлении. Вот, поэтому я думаю, что она более-менее сомнительна. Однако, естественно, изменения в регионе они ограничились не только, допустим, итогами Карабахской войны, и не только итогом является не только контингент миротворцев Российской Федерации, но и перспективой открытия транспортных сообщений
север-юг, потому что Азербайджан получил доступ к своей же территории, я имею в виду Нахчеван, который не имел прямого сухопутного доступа. И это дает возможность в перспективе Азербайджану открыть выход на Турцию. И Россия в то же время получает через территорию Азербайджана доступ к Ирану, что также является немаловажным для Российской Федерации. Однако здесь надо подчеркнуть, что два весьма важных вот таких коридора, это Лачинский коридор, который является для Армении очень важным для доступа в Карабах, и второй коридор, который обеспечивает доступ центральных властей Азербайджанской республики к Нахчевану, оба коридора полностью контролируются Российской Федерацией. Так что здесь очень много, так сказать, интересных вопросов. И я думаю, что 2020 был годом, который дал новый старт региональному развитию, региональным процессам. Во что это может перелиться, это еще надо посмотреть, потому что неопределенность, она, еще раз повторяю, она сохраняется, потому что конфликт пережил очередную фазу, но конфликт не разрешен. И здесь уже, возвращаясь к тем вопросам, с чего мы начали, насколько наши другие партнеры, в том числе и международные организации, готовы к дальнейшим обсуждениям, к дальнейшим действиям, и какие были те уроки, которые от всех этих итогов остались. Lessons learned, как говорится, да, потому что какую повестку, политическую повестку дня может предложить сегодняшние структуры архитектуры международной безопасности, вот это является очень важным вопросом. Потому что, в принципе, система региональной безопасности, она давным-давно нарушена. Эта система была более-менее, так сказать, обозначена после 1999 года Стамбульского саммита ОБСЕ, которое, в принципе, дало очень серьезный импульс региональному развитию, сотрудничеству. И, кстати, этот саммит, где было подписано договора о выводе российских военных баз с территории и Грузии, и Молдовы, кстати. Хотя потом эти договора в 2007 году Россия вообще вышла из этого договора. И мы видим, что эффективность действий международных организаций, она постепенно угасает. Вот, не только в регионе. Да, не только в регионе. И это дает свои результаты, потому что, понимаете, если мы будем привыкать к тому, что договора можно нарушать, договора можно игнорировать, тогда мы ставим под сомнение целую систему международной безопасности, потому что она держится на договорах. И если договора будут игнорироваться, тогда мы можем оказаться как раз в очень долгосрочной нестабильности. Кстати, я думаю, что здесь очень важна, естественно, роль не только вот этих самих организаций, а роль основных игроков международной политики в этих организациях. К сожалению, наверное, мы уже можем констатировать, что проблема институтов, она вышла из вот той стадии, когда мы просто можем что-то переосмыслить и вдохнуть новую жизнь в эти институты. К сожалению, скорее всего, вот с трансформацией всей системы международных отношений неизбежно будет как-то переформатироваться институционализация их. Но пока это произойдет, у нас вот та самая неопределенность, о которой мы говорим, но здесь многое, конечно же, зависит от основных игроков. И вот ряд из них мы уже обсудили, но еще два мы не можем оставить в стороне. Это Китай и Соединенные Штаты Америки. Может быть, давайте попробуем по США вначале в контексте, особенно избрания Байдена. Какие, в общем-то, ожидания, где-то прогнозы по американской активности в регионе с учетом всего того, что произошло за последние годы?
Ну, в первую очередь, наверное, это возвращение Соединенных Штатов, выход Соединенных Штатов из того изоляционизма, который был свойственен администрации предыдущего президента. Демократы вообще отличаются этим, что они более активны на международных площадках в этом плане. И администрация Байдена, она уже заявила о том, что собирается быть очень активным во всех международных площадках. Это и возвращение climate change, да, это возвращение и более активная роль в других площадках. И мы надеемся, что это будет более активная роль и в НАТО, и в черноморской безопасности, и вообще системе международной безопасности. Но хорошая новость последних дней, что США и Российская Федерация они договорились насчет старта. Первая договоренность, которая является фундаментальным для международной безопасности. Я очень надеюсь, что такая договоренность будет достигнута и еще по другим вопросам. Потому что если мы не будем укреплять вот эти основы, мы никогда не дойдем до региональной безопасности. Да? Вы сейчас имеете в виду по другим вопросам, касающимся контроля над вооружениями, стратегической стабильности? Конечно. Да? То есть вот это принципиально важный стартовый плацдарм. Обязательно, потому что без этого не может существовать региональной безопасности, потому что без глобальных основ мы не можем построить не только Черноморский регион или Южный Кавказ, вообще никакой. А если не договорятся? Ну, тогда... Что можно прогнозировать тогда на регионе? Ничего хорошего, потому что, понимаете, если не будет договоренности, тогда мы возвращаемся к той жесткой геополитике, которая может повлечь очень серьезные и плохие последствия. Я имею в виду ту геополитику, которая по-разному называется. Это зоны влияния или зоны привилегированных интересов. И это очень опасно, потому что в современном мире должны существовать не зоны привилегированных интересов, а должны существовать зоны свободной и здоровой конкуренции. И мы должны объединяться не против кого-то, а во имя чего-то. Возьмем простой пример. Посмотрите, какой потенциал у Черного моря. Черное море, которое реально может стать пространством европейской и не только европейского сотрудничества. Реально сегодня Черное море не выполняет даже половины вот этой задачи из-за того, что из-за той ситуации, которая сейчас в Грузии, из-за той ситуации, которая сейчас в Украине, и все инициативы, которые были начиная с 90-х годов, там, по поводу Черноморского экономического сотрудничества, они не оказались довольно успешными именно из-за того, что вместо того, чтобы рассмотреть это как зону здоровой конкуренции, Черное море рассматривался как инструмент геополитики и как зона влияния. Я не могу сказать, что это принесло хорошие плоды кому-то, в том числе Российской Федерации, потому что раздел на зону влияния и на привилегированных зон довольно опасно. Во-первых, это в первую очередь создает пояс нестабильности. И посмотрите, вот если раз мы говорим про Российскую Федерацию, посмотрите на этот пояс нестабильности вокруг Российской Федерации. Это и в Молдове, и в Украине, и в Грузии. Эти неконтрольные территории, они создают вот эти прокси-угрозы для всех.
И давайте посмотрим, что могло бы, если не было бы вот этих конфликтов, насколько успешно могло бы развиваться наши отношения. То есть мы получили реально ситуацию, когда все проигрыши. Те государства, которые временно потеряли свои территории и суверенитет, которых разрушен. Проигрыши те люди, которые живут на оккупированных территориях, потому что там развитие реально остановилось. И Российская Федерация, которая оказалась под санкцией из-за этого. То есть, если не будет договоренности, тогда это означает продолжение вот именно этой политики. Но первое, что мы бы услышали в Москве, естественно, альтернатива по восприятию Москвы тому, вот о чем вы говорите, это Грузия в НАТО и, соответственно, натовские войска прямо у предбрюшья, или как это назвать, России. Существует ли какая-то модель, которая может вопрос. удовлетворить? Даже если так. Мы тоже знаем, что говорят в Москве. То есть в Москве это считается просто самым жизненно важным национальным интересом в области безопасности, который... Почему я задал этот вопрос? Потому что я помню ту же самую риторику, когда было расширение НАТО, я имею в виду в 90-е, и потом, когда уже страны... За счет Центральной и Восточной Европы. Да. Я помню, что рисовался апокалипсис, что вот НАТО приблизится к границам Российской Федерации, непосредственная граница между ними, это чревато каким-то глобальным конфликтом. Давайте посмотрим реально, что получила Российская Федерация. Российская Федерация получила самые защищенные границы с той стороны. Потому что, если вы помните, в то время, до вступления этих государств в европейские структуры, это были каналы и контрабанды, и наркоторговли, и так далее. Да? То есть, довольно серые, так сказать, каналы. Получила демократические, транспарентные государства, которые заинтересованы в добрососедских отношениях. И давайте посмотрим на динамику экономических, торговых и военных, то есть сотрудничества в оборонной сфере Российской Федерации и государств НАТО до аннексии Крыма. Потому что Крым был переломным моментом, после того пошли санкции. То есть вы увидите, что это дало бенефит всем, и этим государствам, и самому Евросоюзу, и НАТО, и самой Российской Федерации. И программы сотрудничества, которые развивались между Россией и этими государствами, между Россией и НАТО, они только приносили только плюсы всем участникам. Это значит, что Грузия продолжит свое активное стремление в НАТО? Грузия обязательно продолжит это стремление, потому что есть такое мнение, что Грузия в определенный момент решила, или вернее, часть политической элиты Грузии решила вступить в НАТО, и после этого начались проблемы. Что является абсолютным искажением реальности. Во-первых, конфликты в Грузии начались гораздо раньше, чем мы сделали заявку на НАТО, то есть сразу после нашей независимости. Но, к сожалению, наше видение будущего Грузии и как это виделось некоторым нашим партнерам в то время, и как это виделось в том числе российской военной и политической элите, это различалось. Но в итоге получилось то, что получилось. Это конфликты на нашей территории и вовлеченность Российской Федерации. После этого Грузия подписала договор о членстве в СНГ, соглашение о коллективной безопасности и подписала о легальном статусе российских военных баз на территории Грузии. Экономические соглашения и так далее. Однако было совершенно понятно, что
ни одно из этих соглашений не обеспечило стабильное развитие страны. Я не говорю уже о территориальной суверенитете, территориальной целостности и так далее. И еще в 90-е годы вот эта большая дискуссия о будущем страны, где население Грузии очень четко заявило, что о векторе западной интеграции. Почему Евросоюз и НАТО? Это очень долгая тема, потому что Грузия является составной частью европейского мира. А обеспечение безопасности тому государству, которое является по территории такой маленький, с ограниченными ресурсами, естественно, Грузия всего этого не может. И здесь не идет речь только о Российской Федерации. Потому что, да, сегодня у нас проблема с Российской Федерацией, территория оккупирована. Грузия никоим образом не рассматривает НАТО как механизм возвращения этих территорий. А китайский фактор может вот эту логику нарушить каким-то образом? И, в принципе, если мы согласимся с оценкой, что происходит некий отход от европоцентризма с все большим усилением Китая, то неизбежно это должно повлиять и на рациональный расклад политиков и дипломатов в регионе. Это очень правильное слово, на рациональный расклад, потому что именно рационализм нас заставляет развивать те отношения с другими государствами, в том числе с Китаем, которые мы развиваем. Грузия является единственным государством в этом регионе, у которого есть договор о свободной торговле не только с Евросоюзом, и не только с государствами СНГ, но и с Турцией, и с Китаем. То есть располагаясь в этом нестабильном регионе, Грузия может играть очень интересную роль для развития межрегионального сотрудничества. И как бы ни развивались бы отношения, торговое, экономическое сотрудничество, оно нужно всем. Да, сегодня есть большой скептицизм и критика по поводу китайских инициатив Belt and Road. Однако это не значит, что экономическое сотрудничество будет отменено. И это очень важный фактор. Естественно, что мы должны учитывать и политическую конъюнктуру, и отношения между основными государствами. Однако, как раз если где-то может быть площадка для сотрудничества, так и может быть. Но для Китая устремление Грузии в НАТО – это проблема? Или абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что, еще раз говорю, давайте так посмотрим, что значит устремление Грузии в НАТО. Что реально подразумевает. И почему вот это решение о том, что Грузия должна быть членом НАТО, она была принята не политической элитой, а была принята населением. Да? И, кстати, заявку сделал тот президент, тот руководитель Грузии, который имел, наверное, самые тесные отношения с Москвой. Эдуард Шеварднадзе в 2002 году. Потому что, в первую очередь, то есть, вот даже если посмотреть на те обязательства, которые у нас сейчас есть, это усиление государственных институтов, это усиление демократии, это усиление систем правления и их прозрачность. Это обеспечение безопасности на всех уровнях, в том числе и против нелегального оборота оружия, контрабанды и так далее. То есть, когда мы говорим о транспортном коридоре и о связи между Востоком и Западом, то есть этот коридор он может рассматриваться по-разному. Очень важно, чтобы здесь была бы стабильность и здесь была бы безопасность. НАТО как раз все это и обеспечивает. То есть Китай получает не только партнера, который хочет иметь желание сотрудничать, но он получает надежного партнера с надежными государственными институтами, с надежной правовой системой и надежной системой безопасности. Поэтому у Китая в этом плане нет никаких проблем с вступлением. Кстати, нет проблем не только у Китая, нет проблем у Ирана. С Ираном у нас, насколько позволяет сегодняшняя ситуация, я имею в виду те
политические санкции, экономические санкции, которые наложены на Иран, насколько это позволяет. У нас есть очень довольно интересное сотрудничество. И Иран знает насчет стремления Грузии в НАТО. И никоим образом не рассматривает это как угрозу безопасности Ирана. Ну, вот на этой в чем-то оптимистичной ноте, наверное, тогда и закончим. Конечно же, материал для изучения и рассмотрения огромен. Я надеюсь, что мы продолжим в разных форматах нашей дискуссии. Спасибо большое. Спасибо вам.